Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю горячее и вкусное блюдо. Сочный стир-фрай из говядины и картофеля в ароматном китайском соусе. Блюдо, которое готовится на одной сковороде и удивляет своим вкусом. И сегодня также я расскажу секрет приготовления говядины, чтобы она получилась нежной и мягкой. Тонкие ломтики говядины, золотистая картошечка и насыщенный соус. Все это готовится за считанные минуты. Отличный вариант на обед или ужин, если хочется чего-то необычного, но из простых продуктов. Все ингредиенты и пошаговый рецепт с тайм-кодами вы можете посмотреть в описании к видео. В первую очередь замариную говядину. У меня вот такой кусочек говядины, это плечевая часть. Говядина у меня даже слегка еще была подморожена. Таким образом ее легче будет нарезать. Режу мясо вот такими средними пластинками, обязательно поперек волокон. Перекладываю мясо в миску. И теперь замариную его. Добавляю 3 столовые ложки соевого соуса, 2 ложки кунжутного масла. Если у вас нет кунжутного масла, ничем его не заменяйте. Столовую ложку устричного соуса, он такой густой. Добавляю чайную ложку сахара, черный перец, 2 столовые ложки воды. Всыпаю 1 столовую ложку кукурузного крахмала. И теперь добавляю один секретный ингредиент. Для того, чтобы мясо получилось нежным и мягким. Это пол чайной ложки пищевой соды. Хорошо перемешиваю. Сода в мясо – это не ошибка, а маленький кулинарный секрет. Особенно популярный в китайской кухне. Мясо часто маринуют с содой. Благодаря этому оно получается мягким, но не разваренным. Также сода подщелачивает мясо, и оно теряет меньше влаги при жарке. Мясо становится мягче и нежнее, даже если это жесткая часть говядины. Подготовлю соус. Добавляю в миску 3 столовые ложки соевого соуса, 1 ложку устричного соуса. Если у вас нет устричного соуса, ничем его не заменяйте. Можно просто добавить чуть больше соевого. Добавляю чайную ложку сахара, лимонный сок. Также в небольшом количестве воды разведу крахмал. Добавляю его и вливаю оставшуюся воду. Всего у меня здесь 50 мл было. Также добавлю столовую ложку кунжутного масла и черный перец. Перемешаю. И заготовка для соуса готова. Для приготовления простого салата из огурцов мне понадобится огурчики разрезаю на кусочки. Очень удобно такие огурчики мариновать в пакете. Перекладываю их сразу в пакет. Режу пучок укропа и чеснок. Если хотите, чеснок, конечно, можно натереть на терке, но мне так больше нравится. Перекладываю все в пакет. Добавляю примерно пол чайной ложки соли и хорошо все перемешиваю. Отправляю пакет с огурцами в холодильник. Картофель режу кружочками. Не надо слишком тонко. Примерно пол-сантиметра толщиной. Разогреваю сковородку. Наливаю растительное масло. Отправляю обжариваться картофель. Картофель обжариваю на среднем огне до готовности. Чтобы не брызгало масло, можно прикрыть сковородку вот такой сеточкой. А вы пользуетесь такой сеткой? Это очень удобно, на мой взгляд. Пока обжаривается картофель, порежу репчатый лук. Режу его вот такими достаточно крупными перьями. Также довольно крупно порежу чеснок. Имбирь порежу соломкой. И порежу зеленый лук. Вот эту белую часть лука я разрезаю вдоль. Можно ее даже раздавить немного. И остальной лук режу тоже полосочками. Когда картофель подрумянился, закрываю его крышкой, чтобы он хорошо приготовился внутри. Картофель обжарился, он уже полностью готов. Добавляю в сковородку перья лука. И также их немного обжариваю. Мне надо, чтобы лук совсем немного стал мягче.
Обжаренный картофель с луком перекладываю на тарелку. Сковородку возвращаю на плиту, добавляю немного растительного масла. И теперь буду обжаривать мясо. Оно постояло и хорошо промариновалось. Я готовлю мясо на большом огне, все время помешивая. Говядина готовится очень быстро. Тем более по этому рецепту она получается очень нежная и мягкая. Всего я обжариваю говядину минут 10, и она будет полностью готова, так как я порезала ее очень тонко, и она хорошо промариновалась. Когда мясо обжарилось, я его вот так немного сдвигаю в сторону, добавляю в сковородку чеснок и имбирь. Немного их обжариваю до появления аромата. Можно капнуть немного масла. Огонь можно сделать тише. Теперь все перемешиваю. И я выливаю в сковородку соус. Перемешиваю его, так как на дне осел крахмал. И немного приварю его, буквально в течение 1 минуты. И теперь добавляю в сковородку обжаренную картошку с луком. Перемешиваю. Надо, чтобы весь картофель покрылся вот этим чудесным соусом. И все готово. Как видите, все быстро и очень просто. Осталось добавить зеленый лук. Перемешиваю. Плиту выключаю. Зеленый лук пропарится в горячем блюде. Огурчики вот так хорошо промариновались, пустили сок. Они такие ароматные. Перекладываю их в тарелку. Вот такой великолепный салат с огурцами получился, буквально который готовится пару минут. Надо только дать огурчикам немного постоять. Какие хрустящие. Ну и, конечно, подаю мое блюдо с салатом из огурцов. Они уже хорошо промариновались. Стир-фрай из говядины и картофеля получился просто потрясающий, очень вкусный. Я уверена, такое блюдо вы не попробуете ни в одном ресторане. Оно намного вкуснее. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!